Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. Ищу клад, делюсь своими находками. Надеюсь, что сегодняшний ролик вам тоже понравится. Ролик сегодняшний будет о каменных шкатулках. Все шкатулки, за исключением одной, я нашла на свалках. Ту шкатулку, которую я прям вот купила. Ну и давайте начнем. Начать хочу я именно вот с этой шкатулки из мыльного камня. Когда я ее нашла, я не знала, что это такое. И только благодаря вам, мои дорогие друзья, я узнала такую информацию, что есть вот такой мыльный камень. Да, он так и называется. Конечно, я информации из интернета забрала, узнала, что это такое. Но это такой поделочный камень и часто используется не только в украшениях, какие-то статуэтки, различные шкатулки, все, что для декора может создается и с помощью вот этого интересного камня. Здесь рисунок. Рисунок — это деколь с дорисовкой. Тоже, когда показывала я вам, например, шкатулки и как определить, например, это роспись. Сейчас круг от лампы видно. Вот так вот, посмотрите, покажу вам. То есть, если на рисунке есть при близком рассмотрении вот такие как бы точечки, пиксели, то это деколь. И затем идет какая-то ручная дорисовка. В общем, как-то так. Да, и просматривая ролики на эту тему, я очень люблю и подруг по увлечениям, смотреть то, что они находят, показывают, рассказывают. Увидела тоже похожую шкатулочку. Так что это довольно популярная такая тема, шкатулки из мыльного камня. Да, мы, кстати, были в музее, и там из мыльного камня есть много коллекций для, скажем, ванной комнаты. Это может быть там мыльницы, и прям вот слово «мыльный камень» мне сразу запомнилось. Это могут быть какие-то держатели для зубных щеток, там стаканчики для каких-то предметов. В общем, все в этой теме. Да, но в этой шкатулке у меня коллекция небольшая с Безил. Быстро покажу, потому что я вам их показывала. Ну, я уверена, что вы тоже удовольствие от просмотра вот этой коллекции получите. Первое колье, на мой взгляд, это просто шедевр, шикарное колье. Лучше всего, конечно, его показать на темном фоне. Сейчас, минутку, поменяю фон. И будем наслаждаться этим чудесным украшением. Это вот такое колье. Выполнено тоже, все кристаллы держатся в технике Безил. То есть открытые кристаллы. Очень красивые сами кристаллики, очень красивые подвесочки, жемчужины все в отличном состоянии. И, на мой взгляд, это все-таки какое-то праздничное украшение. Это может быть даже вот так в руках лучше видно, да? Видите, открытые все кристаллики. И огранка красивая, и то, что они прозрачные. Мне кажется, все-таки это свадебное какое-то украшение. Уж очень оно такое прям для невесты, не меньше. Так, следующий, давайте идем дальше. Как я уже сказала, у меня здесь собрана коллекция с колье в технике Безил. Вот такое колье. Периодически нужно их, конечно, доставать, чистить. Вот такие кристаллики Сваровских и разного такого цвета. Оттенки такие и мятные, и такие нежно-розовые, желтые, голубые. В общем, все собрано великолепие. Когда я вот это колье нашла, там же на прилавке, до сих пор не могу забыть, мои дорогие, как я лоханулась. Я когда еще, не было таким уж прям коллекционером и знатоком винтажных украшений, как сейчас, например. Да, я, конечно, не считаю, что я там много чего знаю, но что-то, кое-что знаю и понимаю. Увидела и такое же колье, но кристаллики все были белые. То есть почему-то я купила вот цветное, а белые, так сказать, в сторонку. Затем, придя домой, конечно, информацию собрала, узнала, что это и как это.
И в следующий раз, поехав в этот же магазинчик, уже того колье не было. Но это история, которая была почти 8 лет назад. Я начала этой темой увлекаться, так что сейчас уже я точно не пропускаю вот подобные украшения. Также в этой же технике собрано вот такое колье винтажное. Здесь такие кристаллы крупные, но очень качественное стекло и разные формы. И огранка двухсторонняя. То есть, что с одной стороны, что с другой одинаковая. У этого колье то же самое. Так, здесь, по-моему, маркировки тоже нет. Сейчас посмотрим. Маркировка есть. Корея, по-моему, написано. Ну, винтажная. Такая приятная вещь. Бусины в отличном состоянии. Такое. Следующее. Это вот такое колье. Это просто изумительное, нежнейшее. И это... Ой, сейчас, минуточку. Так, я, наверное, не буду тратить время на распутывание. Просто вам покажу вот такую. И это Сваровски. Кристаллики красивые. Тоже в безел. Мелкие и крупные. Такая нитка тоже очень нежная, сверкает, переливается. Тоже такая ниточка, нужно ее распутать. И следующее колье, которое вот бывают, как сказать, находки, покупки интуитивные. То есть вот тоже в начале, так сказать, своего этого увлечения, 7-8 лет назад, я прям интуитивно купила вот такое колье. Потом только что узнала, что это просто уникальная вещица. Сейчас найти вот что-то подобное вообще нереально. С каждым годом все сложнее и сложнее. Либо интерес к антиквариату и винтажным украшениям возрастает, либо их уже действительно осталось настолько мало, что найти практически невозможно. Но вот это вот колье «Желтые розы» тоже было найдено как раз в начале, так сказать, моего хобби, моего увлечения. И купила, просто мне оно понравилось. Потом, придя в интернет, зашла и увидела, что это действительно очень ценное коллекционное украшение. К тому же к нему в комплект должны идти и серьги-клипсы вот такой формы, такого же размера. Но, скажу честно, вот до сих пор мне не встречалось ничего. Да, я стараюсь собирать украшения. Я знаю, что, например, если удалось нарыть, откопать, найти какое-то ценное, например, колье, то велика вероятность того, что со временем может собраться комплект. У меня много раз так было, когда я находила, скажем, клипсы, спустя там месяцы находились и колье, находились и браслеты. Я показывала тоже комплекты, которые именно вот собираются таким образом. Так что не надо отчаиваться. Я все равно еще в надежде, что удастся отыскать и клипсы к этому колье. В общем, вот такой мыльный камень хранит сокровище именно вот безел. И также продолжают эти украшения в этой шкатулке жить. Следующий, да, как я уже сказала, каменная тема, каменные шкатулки сегодня рассматриваем и разбираем. Следующую шкатулку, которая досталась мне дороже вот всех вместе взятых шкатулок. И, в общем, объясню, почему я это все-таки вложение такое сделала. Это вот такая шкатулка, ничего необычного. Камень поделочный, который встречается очень часто и часто используется в разных вариантах. И гравировки бывают, и, как сказать, более интересные я видала, да. И она, по-моему, вот $10 она мне стоила. Так, это, по-моему... В общем, чье производство нет. Ну, в общем, $11 я за одну вот эту шкатулочку отдала. А отдала ее потому, что мы были в музее Pony Express
Здесь это очень старинная сеть доставки посылок, почты, и там такой интересный музей. Именно все в этой технике, именно с помощью лошадей доставлялись эти все посылки. В общем, я не смогла удержаться, чтобы как в память не приобрести именно Pony Express вот такую шкатулочку. Тем более я очень люблю шкатулки. Она такая крупная довольно-таки. Ну и здесь что-то тоже у меня есть. Ну, как правило, они все вот одинаковые. То есть вот внутренняя обработка. Вот я покажу вам еще вот шкатулочки тоже из этого же камня. Название не могу сказать. Не запоминаю я название камней. Такая очень старая брошь в стиле таком арт-деко. И здесь... Ой, здесь у меня и швенза какая-то завалялась. И здесь вот такие серьги. То есть поняла только лишь после того, как я начала их рассматривать. То есть здесь есть потери. Странно, конечно, но вот эмаль каким образом может сходить именно вот с таким покрытием. Что-то я вот такой впервые встречаю, но тем не менее, видите, вижу, что здесь вот сход зеленой эмали, да, у этой сережки. Здесь вот сход синей эмали. Я так предполагаю, что она была вся полностью эмалью покрыта, а какие-то вот сколы, участки какие-то, видите, сошли. Я не знаю, возможно ее как-то восстановить. Кстати, может быть, лаком для ногтей заполнить, да, именно вот эти вот потери. Так, и из этого же камня очень похожие шкатулочки я вам сейчас покажу. Это вот такая шкатулка, коллекция какая-то. И, в общем, здесь все, другая информация отсутствует. Мне кажется, это вот одно и то же. Карта, да? Нет, здесь жареные. В общем, вот такая вот шкатулочка. Камень такой, как бы, с переходом. Я не думаю, что он тонированный. Я думаю, что это натуральный его, так сказать, вид. Но так он отшлифован очень хорошо. И крышка очень интересная. Розы, как я уже сказала, вот по сравнению вот с этой шкатулкой, вот это вот намного, скажем, интереснее, что ли. Но как-то так. Эта шкатулочка у меня пустая почему-то. В общем, надо чем-то ее заполнять. Какие-то тематические, думаю, броши сюда собрать. Может быть, из натуральной кости у меня есть броши и украшения. Наверное, соберу я именно в эти каменные шкатулки. Следующая каменная шкатулочка вот такая. Здесь уже есть и вкрапления перламутра, и тонированного перламутра, розовое. И здесь вот металл. Так, вставочки есть. И она уже, мне кажется, более такая интересная. Так, Индия, индийская шкатулочка. И тоже вот натуральный камень. А здесь у меня что-то есть. Что-то есть. Какое-то колье. Здесь шармик выпал, похоже. Так. Да, вот такое вот колье. Думаю, что вот эти шармики надо куда-то в другое место приспособить. Они такие яркие, красивые, мне кажется. На этой черной цепочке как-то они смотрятся не очень дешевасто, да? Ну ладно, пусть пока это так и будет. Следующая шкатулочка каменная, тоже из этого же камня. Но посмотрите, как интересно у нее тут вот собрано, вернее, сделан сам дизайн интересный. Да, мне кто-то написал, по-моему, я показывала, когда нашла эти шкатулки, что я перепутала крышки вот этих двух. Нет, они просто по размеру абсолютно разные. Возможно, эта крышка... Так, если она не мешает, здесь серьги. Нет, она также хорошо садится. Возможно, эта крышка, хотела сказать, от какой-то другой шкатулки. Но другой шкатулки у меня нет, честно говоря. Вот так вот она, в принципе, плотно прилегает. Но вот эти вот, они просто разные по размеру. Так, в этой шкатулке у меня вот такие серьги с багетными кристаллами. Тоже про них я забыла. Кстати, их можно вполне использовать и в современных каких-то аутфитах.
Очень красивые кристаллики, причем они все на месте. Так, почему бы их не использовать? Так, как-то так. Мне кажется, эта шкатулка слишком мала, да, для этих сережечек. Думаю, что их лучше сюда переложить. Мне здесь, видите, свободненько. А сюда что-то помельче нужно распределить, определить. Так, ну и следующая шкатулка. Это тоже каменная шкатулка в такой форме капли. Здесь нет опознавательных знаков. Камень совсем другой, и он очень такой тяжелый. Тоже такая огранка, тоже в этой же технике, как и прошлая шкатулка. Ну, такой цветок прям. Видите, все вот как шлифуют, вот как бы кругами. И в этой шкатулке у меня вот колье бусы. И это бусы, имитирующие кораллы. Конечно, с первого взгляда можно подумать, что это все-таки коралл. На самом деле это тонированный натуральный камень. Да, камень натуральный. Видите, даже вот эти вот как бы прожилки, тоже они натуральные. Но это тонированный именно камень под коралл. Такой яркий, красивый цвет. Я почему-то про эти бусы забыла. У меня есть колье. Думаю, что в следующем, вернее, видео я покажу вам и сама, наконец, разберу коллекцию с камеями. Возможно, какая-то из камей сюда подойдет, так что я не буду эти бусы далеко убирать. Мне уж они очень нравятся. Они такие яркие и такие приятные. Мне очень нравится сам вот этот вот звук натуральных камней, такой звенящий. И вот бусины такие, каждая индивидуальные, когда собраны вот на пины, они практически неубиваемые. Так что эти бусы я далеко убирать не буду. И буду в следующем видео что-то их использовать. Так, ну и остались шкатулки из вот такого камня. Кто-то тоже мне, зритель, писал название камней, как я уже сказала, не запоминаю, но он такой как бы шершавый, и как раз вот эффект вот этот вот как бархатистости, как будто это вот бархатная поверхность, такая приятная, в отличие от вот глянцевых поверхностей, да, вот этого камня. Такая как бы блестящая, а здесь она такая наоборот эффект. И вот эти вот натуральные переходы тоже очень красиво смотрится. И я не знаю, может быть, это вот что-то пластик какой-то, да, или это как-то выпилено и высветлено. В общем, технику не знаю, но понравилась форма. Сердечко, ягодки, цветочки. И в этой шкатулке у меня колье. Просто шарики, что-то такое прям очень простое. То, что я вообще не ношу практически. Ну, главное, чтобы шкатулочки все были заполнены. Здесь вот тоже медальон. Думаю, что проверяли его, а не золото ли это. Оказалось, что это не золото. Вот такой сплав. Интересный, кстати, очень похож на золото. Вот, я думаю, что здесь чем-то его ковыряли. Или это патина. Что-то я вот сейчас смотрю. Похоже на патину. Надо ее просто смыть. И это рыбки. Две рыбки. И вот такой вот. Ну, похоже на золото, честно говоря. Так. Остается в этой же шкатулочке все это добро. И в этой же технике шкатулка вот такая, она уже большая, тоже такой эффект как бы бархата, шершавости. И эта шкатулка сделана в Америке, написано. И не знаю, что там еще. Вот такая тема. Бабочки, цветочки, облачочки. И здесь тоже у меня такой приятный камень. Напишите, это камень или пластик. Я почему-то думаю, что это камень. В общем. Ну, кстати, вот в этой технике много шкатулок я встречала, но вот то, что находила, то, что вот попало ко мне, это вот только две такие шкатулочки. И здесь
колье. Кстати, вот это колье я совсем недавно нашла в одном из мешков. Иногда попадаются в мешках интересные какие-то украшения. Так, здесь я, по-моему, их... Вот это колье немножко переделывала. То есть оно классное само по себе. Оно вообще такое этническое. В этническом стиле. Здесь какой-то элемент был совсем проржавевший. Я его убрала. А само колье имеет вот такие кристаллики. Приятные кристаллики, все на месте. В общем, такая вещица. И очень похож на серебро материал. Ну, какой-то сплав такой интересный. Здесь, по-моему, тоже не было маркировки. Ну, такая вещица. И последнюю вещь, которую хочу показать из вот этой шкатулочки. Это вот такой браслет. Показывала. И это шестиконечная звезда. Это что-то еврейское. В общем, вот такое. Вот такое себе. Ну, я собрала это как комплект. Мои дорогие, жду ваших впечатлений. Напишите, что из сегодняшнего видео вам понравилось. Интересно ли вам такие тематические ролики? Или вам интересен процесс поиска? Я тоже люблю процесс поиска. Но если что-то интересное найду, обязательно, конечно, я вам покажу. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.